Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна. Добро пожаловать на мой канал. К выбору блюд для особого случая каждый из нас подходит самым тщательным образом. Предлагаю 4 замечательных, красивых и, конечно, очень вкусных салата, которые непременно разнообразят ваше праздничное меню. Салат номер 1. Простой, но очень вкусный салат в виде торта с тунцом в масле и солеными крекерами. Прекрасный закусочный торт-салат для праздника или особого случая. Подготавливаем все ингредиенты для закусочного торта-салата. Твердый сыр натираем на средней терке. Красный сладкий перец хорошо моем, очищаем от семян и нарезаем небольшими кубиками. В миске соединяем натертый твердый сыр, нарезанный красный сладкий перец, измельченный чеснок, по вкусу соль, черный молотый перец, 2-3 столовые ложки майонеза, тщательно перемешиваем и откладываем в сторону. Сваренные вкрутую яйца очищаем и также натираем на средней терке. Зеленый лук хорошо моем, обсушиваем и мелко нарезаем. В миске соединяем натертые яйца, зеленый лук, по вкусу добавляем соль, черный молотый перец, 2-3 столовые ложки майонеза, хорошенько перемешиваем и также откладываем в сторону. Далее красный лук очищаем и мелко нарезаем. Из рыбных консервов у меня тунец в масле, сливаем всю лишнюю жидкость. Перекладываем тунец в миску, добавляем к нему мелко нарезанный красный лук, 2-3 столовые ложки майонеза, по вкусу черный молотый перец, все тщательно перемешиваем и откладываем в сторону. Сборка закусочного торта-салата. Все продукты подготовлены, приступаем к формированию салата. Для сборки салата я буду использовать прямоугольную форму. Устанавливаем форму на подходящую красивую прямоугольную тарелку или блюдо. Края разъемной формы слегка смазываем растительным маслом и прокладываем ацетатной пленкой. Так будет легче вынимать форму из салата. На дно формы выкладываем соленый крекер по всей площади блюда. Поверх крекера равномерно выкладываем твердый сыр, смешанный с красным сладким перцем, чесноком и майонезом. Следующим слоем выкладываем соленый крекер, также укладываем по всей поверхности салата. Далее выкладываем яйца, смешанные с майонезом и зеленым луком, одинаково распределяя по всей поверхности нашего салата. Затем вновь выкладываем соленый крекер по всей площади формы. Сверху на соленый крекер выкладываем тунец, смешанный с красным луком и майонезом, ровненько распределяя по всей поверхности. Завершающим слоем выкладываем соленый крекер и покрываем тоненькой сеточкой майонеза. Украшение салата. Украшаем салат по кругу нарезанным зеленым луком, мелко нарезанным красным сладким перцем, натертым на среднемелкой терке твердым сыром, мелко натертыми яичными белками и серединку заполняем мелко натертыми яичными желтками. Накрываем форму со слоеным тортом, салатом, пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки на 3-4 часа. Таким образом салат успеет хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку и разъемную форму. Затем аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем готовое блюдо к праздничному столу и радуем своих гостей изумительно красивым и вкусным закусочным тортом-салатом.
Закусочный торт-салат с солеными крекерами и тунцом готов. Приятного аппетита вам и вашим гостям! Салат номер 2. Классический слоеный салат мимоза с лососем, сливочным маслом, сыром и яйцами. Готовится из достаточно простых продуктов, при этом получается нежный, сытный и, конечно же, очень вкусный. Подготавливаем все ингредиенты для приготовления классического слоеного салата мимоза. Первое, что нужно сделать, это положить сливочное масло в морозильную камеру, примерно на 1 час. За это время оно заморозится, и в таком состоянии будет проще его натереть на терке. Сваренные вкрутую яйца очищаем и разделяем на белки и желтки. Белки натираем на крупной терке, желтки отдельно натираем на мелкой терке. Твердый сыр также натираем на мелкой терке. Из консервированной рыбы, у меня лосось в собственном соку, сливаем всю лишнюю жидкость. Перекладываем лосось в чистую посуду и слегка разминаем его при помощи вилки. Репчатый лук очищаем, мелко нарезаем и перекладываем в подходящую глубокую посуду. Заливаем лук кипятком, хорошенько перемешиваем и оставляем на 2-3 минуты. Ошпаривание лука кипятком смягчает его острый вкус, при этом текстура остается хрустящей. Сборка салата. Все продукты подготовлены, начинаем формировать салат. Для сборки салата я воспользуюсь разъемным кондитерским кольцом диаметром 18 см. Устанавливаем форму на подходящее блюдо. Бортики внутренней стороны кольца прокладываем ацетатной пленкой. Таким образом будет намного проще снимать кольцо с салата. Первым слоем выкладываем натертые яичные белки и ровным слоем распределяем по дну блюда. Покрываем очень тонким слоем майонеза по всей поверхности. Кстати, на моем канале есть рецепт вкусного домашнего майонеза, который готовится без сырых яиц. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Далее вторым слоем выкладываем измельченный консервированный лосось. И по вкусу приправляем черным перцем. Также по желанию можно посолить. С ошпаренного лука сливаем всю лишнюю жидкость. Выкладываем лук сверху на рыбу, следующим третьим слоем, аккуратно распределяя по всей поверхности салата. Сверху наносим тонкую сеточку из майонеза по всей поверхности салата. Следующим четвертым слоем выкладываем натертый твердый сыр. И также равномерно распределяем. Замороженное сливочное масло достаем из морозильной камеры и натираем ровным слоем на мелкой терке. Это будет 5-й слой. Заключительным 6-м слоем выкладываем мелко натертые яичные желтки, аккуратно распределяя по всей поверхности салата. Украшение салата. Выкладываем натертые яичные белки в виде широкой ровной полоски вдоль всего периметра салата. Сверху на яичные белки наносим 2 тоненькие полоски из майонеза при помощи кондитерского мешка, также по всему кругу салата. Свежую зелень укропа промываем под проточной водой и хорошо обсушиваем бумажным полотенцем. Сверху на майонезные полоски по кругу салата крепим красивые веточки укропа. В небольшой посуде тщательно разминаем вилкой яичные желтки. Добавляем маленькую капельку майонеза и перемешиваем до однородности. Раскатываем яичные желтки в небольшие шарики разного диаметра от 3 до 5 мм. Выкладываем шарики из яичных желтков сверху на зелень укропа. Таким образом создаем имитацию желтых цветков мимозы. Накрываем форму с салатом пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки примерно на 2-3 часа. Таким образом салат успеет хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку и разъемную форму. Затем аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем наше блюдо к праздничному столу и приводим в восторг своих гостей удивительно красивым и вкусным салатом. Салат номер 3. Яркий на вид и превосходный на вкус. Салат в стиле суши
Такой необычный суши-салат или суши-торт наверняка приятно удивит всех ваших гостей, особенно любителей суши и роллов. Первое, что нужно сделать, это подготовить все необходимые продукты для приготовления суши-торта. Для начала необходимо специальный японский рис для суши хорошо промыть в холодной проточной воде не менее 5-6 раз или до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Если все же вы не можете найти в магазине японский рис, то тогда выбирайте из обычных круглых сортов, но не пропаренный, потому что он не имеет необходимой клейковины для придания нашему суши-салату формы. Затем промытый рис перекладываем в кастрюльку и заливаем холодной очищенной водой. Кастрюльку накрываем крышкой, ставим на сильный огонь и доводим до кипения. Как только закипит вода с рисом, сразу же убавляем огонь до минимума и варим еще 15 минут. В процессе приготовления риса не поднимайте крышку кастрюли, иначе рис будет готовиться дольше. Пока готовится рис, приготовим заправку. В небольшой посуде соединяем рисовый уксус, можно заменить на яблочный или винный, сахар и соль, у меня морская. Хорошо перемешиваем и оставляем до полного растворения ингредиентов. Заправка должна стать абсолютно прозрачной. Через 15 минут рис практически готов. Выключаем огонь, быстро поднимаем крышку, накрываем рис чистым сухим полотенцем и обратно плотно закрываем крышку кастрюли. В таком виде оставляем рис остывать на 15 минут. Через указанное время открываем крышку и убираем полотенце. Еще в горячий рис равномерно вливаем готовую прозрачную заправку. Тщательно и очень аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой от краев к центру, чтобы не повредить целостность риса. Иначе вы получите клейкую рисовую кашу вместо рассыпчатого риса для нашего суши-торта. Перекладываем рис в широкую подходящую посуду и оставляем до полного остывания. Подготавливаем остальные продукты. Красную рыбу нарезаем крупными кубиками. У меня слабосоленый лосось, но вы можете заменить на семгу, креветки или крабовые палочки. Получится тоже очень вкусно. Свежие огурцы нарезаем средними кубиками. По желанию огурцы можете очистить от кожицы и сердцевины. Спелый и мягкий авокадо разрезаем вдоль до косточки. Разделяем на две половинки, удаляем косточку и очищаем от кожицы. Каждую половину авокадо нарезаем крупным кубиком. Перекладываем авокадо в посуду и сбрызгиваем лимонным соком, для того, чтобы он не потемнел. Сборка салата. Для формирования салата я воспользуюсь кулинарным разъемным кольцом диаметром 18 см. Устанавливаем форму на подходящее блюдо. Края разъемной формы прокладываем ацетатной пленкой. Так нам будет легче снять кольцо с салата. И начинаем собирать салат слоями. Листы нори вырезаем по размеру блюда, на котором будем подавать салат. Это может быть круглое блюдо, как у меня, или прямоугольное. Все по вашему вкусу и желанию. Первым слоем выкладываем лист нори, шероховатой стороной вверх. Готовый рис делим на 3 части. Одну часть выкладываем сверху на лист нори и слегка утрамбовываем, но не слишком сильно. Нужно, чтобы рис оставался достаточно воздушным, держал форму и не распадался. Творожный сыр комнатной температуры. Для удобства выкладываем в кондитерский мешок. Сверху на рис выкладываем творожный сыр и хорошо распределяем по всей поверхности салата. Далее на творожный сыр выкладываем нарезанную крупными кубиками красную рыбу и равномерно распределяем. Сверху выкладываем свежие огурцы и также равномерно распределяем по всей поверхности формы. Вторым слоем аккуратно выкладываем лист нори, шероховатой стороной вверх. Выкладываем вторую часть риса сверху на лист нори и слегка утрамбовываем, но не слишком сильно. Покрываем слоем творожного сыра и хорошо распределяем по всей поверхности формы. Сверху на творожный сыр равномерно выкладываем нарезанные крупными кубиками авокадо и хорошо распределяем по всей поверхности салата. И последним, третьим слоем выкладываем очень аккуратно лист нори, также шероховатой стороной вверх. Выкладываем оставшийся рис, хорошо распределяем по всей поверхности и слегка утрамбовываем, чтобы салат держал форму и не распадался. На рис выкладываем слой творожного сыра и также равномерно распределяем по всей поверхности салата. Завершающим слоем выкладываем слайсы красной рыбы сверху на салат, равномерно раскладывая по всей верхушке нашего торта. Украшение салата. Оставшийся творожный сыр
Выкладываем кондитерский мешок с насадкой лепесток розы и делаем цветы. Готовые цветы аккуратно выкладываем сверху на наш торт-салат. Затем делаем листики из васаби и по кругу посыпаем семенами черного и белого кунжута. Накрываем форму со слоеным салатом пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки на 1-2 часа. Таким образом салат успеет хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку, затем разъемную форму и аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем суши-торт традиционно с соевым соусом, васаби и маринованным имбирем. Слоеный салат суши или суши-торт готов. Приятного аппетита вам и вашим гостям! Салат номер 4. Слоеный салат «Кардинал» состоит из самых простых, но весьма ярких продуктов. Надеюсь, этот салат не только украсит ваш праздничный стол, но и покорит всех гостей своим интересным вкусом. Подготавливаем все ингредиенты для салата «Кардинал». Красный лук очищаем, разрезаем на 2 половинки, затем нарезаем тонкими полукольцами. Свежие шампиньоны промываем под проточной водой, просушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на ломтики. Разогреваем сковороду, наливаем небольшое количество растительного масла, добавляем нарезанный лук и обжариваем его в течение 2-3 минут. Добавляем к луку нарезанные шампиньоны и обжариваем вместе на слабом огне, периодически помешивая, около 15-20 минут или до полной их готовности. В самом конце по вкусу добавляем соль, черный молотый перец и тщательно перемешиваем. Готовые шампиньоны с луком перекладываем на сито, чтобы вся лишняя жидкость стекла, и полностью охлаждаем. Отварной картофель очищаем и натираем на крупной терке. Ветчину нарезаем в виде соломки. При желании можно использовать другие виды копченого мяса на свой вкус. К примеру, я использую буженину. Маринованные огурцы разрезаем вдоль на 2 половинки, затем нарезаем на тонкие ломтики. Также при желании можно заменить огурцы свежими, тогда салат по вкусу будет отличаться еще большей яркостью и свежестью. Твердый сыр натираем на крупной терке. Я использую полутвердый сыр Радомер. Однако, если этот сыр слишком дорог для вас или его просто нет в продаже, то вы можете заменить его другими видами твердых сыров на свой вкус. Сваренные вкрутую яйца чистим и также натираем на крупной терке. Красный болгарский перец очищаем от семян и нарезаем на небольшие кубики. Зеленый лук хорошенько промываем под проточной водой, просушиваем бумажным полотенцем и мелко нарезаем. Сборка салата. Все продукты подготовлены, начинаем выкладывать салат слоями. Для сборки салата я буду использовать разъемное кондитерское кольцо диаметром 20 см и высотой 10 см. Устанавливаем форму на подходящее блюдо. Бортики внутренней стороны кольца прокладываем ацетатной пленкой. Таким образом будет намного удобнее извлекать кольцо из салата. В качестве первого слоя выкладываем натертый картофель, одинаково распределяя его по дну блюда. При необходимости по вкусу приправляем солью и черным перцем. Поверх наносим сеточку из майонеза. И с помощью ложки распределяем его по всей поверхности. Далее поверх картофеля вторым ровным слоем выкладываем нарезанный зеленый лук. Третьим слоем у нас будет нарезанная ветчина. Выкладываем ветчину ровным слоем. Сверху наносим сеточку из майонеза. И снова тщательно распределяем его по всей поверхности салата. Следующим четвертым слоем выкладываем маринованные либо свежие огурцы. На всю поверхность салата наносим тонкий слой майонеза. Затем с помощью ложки распределяем его по всей поверхности. Натертый сыр выкладываем следующим пятым слоем. Красиво разравниваем по всей поверхности и вновь смазываем майонезом. Шестым слоем выкладываем морковь по-корейски, которую также распределяем по всей поверхности.
Сверху наносим сеточку из майонеза. И снова тщательно распределяем его по всей поверхности салата. 7-м слоем будут натертые яйца. Выкладываем яйца ровным слоем, разравниваем по всей поверхности и слегка придавливаем прессом для салата или столовой ложкой. При необходимости яйца можно слегка посолить и поперчить по вкусу. При помощи кондитерского мешка сверху покрываем майонезом по всей поверхности. 8-м слоем выкладываем обжаренные шампиньоны с луком. Затем сверху покрываем майонезной сеточкой. И так же, как и предыдущие слои, распределяем по всей поверхности. В качестве украшения, а также последним 9-м слоем выкладываем нарезанный красный болгарский перец, очень красиво распределяя его по всей верхней части нашего салата. Поверх перца вдоль краев салата наносим тонкую полоску майонеза по всему его кругу. Затем сверху на майонез укладываем красивые веточки зелени укропа, также по всему периметру салата. Форму с салатом накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы дать ему хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку и освобождаем от формы. Затем очень аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем готовое блюдо к праздничному столу и радуем своих гостей красивым на вид и отменным на вкус салатом. Слоеный салат кардинал с ветчиной, сыром, морковью по-корейски и шампиньонами готов. Приятного аппетита вам и вашим гостям! Всем спасибо за просмотр видео. Если вам понравились рецепты, поставьте лайк. А с вами, как всегда, была Марьяна. Желаю всем успехов, хорошего настроения и до скорой встречи на моем канале.